Приветствую зрителей, особенно моих подписчиков на моем канале. Сегодня будет распаковка двух посылок, которые я приобрел на белорусском аукционе АУ-Бай. Одну посылку я уже распаковал, здесь чертова дюжина кассет разного периода для европейского рынка. И у этого же продавца купил еще 4 аудиокассеты, они в этой коробке. Приступаю к распаковке. О, стихами заговорил. Распаковываю и смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 кассет. Итого я приобрел 17 аудиокассет. 3 из них Sony, одна без вкладыша, разных лет. Одна вот такая необычная Омега Hi-Fi, подробнее расскажу о ней позже. 2 аудиокассеты Fuji, вот такая GVC. Раз, два, три, 4 кассеты SKC, 3 из них QX, 1 CD. Далее 2 SNC Soundbreeze CR90, такие уже у меня есть в коллекции. Konica KX1, правда лента от Sony. RAX 90 с зелеными катушками. TDK, американский рынок. И Bass Chrome Extra второго типа на 90 минут. В этот раз все представленные здесь аудиокассеты, за исключением TDK D90, изготовлены и распространялись на европейском рынке. Далее на этом останавливаться не буду. Ну а теперь приступаю непосредственно к обзору каждой аудиокассеты. Погнали! Самое раннее в этом обзоре аудиокассета Sony HF90 1986 года европейской версии. Все кассеты в этой партии в основном 1990-х годов, но есть и конца 80-х, их немного. Этот европейский экземпляр отличается от своей японской сестры только катушками. Японская версия уже была в моих обзорах, лента в ней отличной кондиции, и я уже сделал на нее запись. Обе кассеты упакованы в фирменный футляр из прозрачного пластика с логотипом в углу. Состояние вновь приобретенного подкассетника аналогично японскому. Он имеет также несколько царапин и коротких трещин. Стоперы катушек в форме неравносторонних крестов. Вкладыш один в один с японской версией без надписей. Внешне кассеты отличаются только тем, что на японской версии уже наклеены стикеры. Кстати, только в японской версии мне достался вот такой листочек со стикерами. В европейской новой приобретенной кассете только бумажка с тем, что здесь записано от календарика. Стикеров не было. Но в остальном же это один и тот же корпус. Сравним ленты. Аналогичная салатовая вставка, прозрачный раккорд. Лента такая же, только в верхней европейской версии лента в начале замята. Да, в японской версии лента выглядит получше. Как я и сказал выше, в кассете для японского рынка катушки с отверстиями. В кассете для европейского рынка имеются пазы. Фиксаторы ленты везде оранжевого цвета. Все, никаких японских иероглифов на вкладыше нет. Приступаем к прослушиванию записи на этой кассете. Тот горький вечер, лишь улыбнешься и крыть тут... И глупенький Педро с радостью согласился. От Konica KX190 1987 года, похоже, мне достался только корпус кассеты. Потому что, судя по катушкам, здесь уже установлена аналогичная лента от Sony HF 1986 года, которую я сейчас показывал, для европейского рынка. Поэтому я не берусь утверждать, что у этой кассеты оригинальный футляр. Он полноформатный, из прозрачного пластика, с 2 рифлеными боковыми гранями. Стоперы катушек как значок Mercedes. Вкладыш чистенький, не заполненный. Ну, футляр, в принципе, тоже в хорошем состоянии. Небольшие потертости имеются, но он не брендированный. Good. Корпус кассеты производства корейского Сайхан. Ну а лента хронометражем 90 минут действительно от Sony со знакомой салатовой вставкой в начале. Далее прозрачный раккорд. Очень глянцевая лента, и в принципе состояние у нее получше, чем у той же Sony. Можно, кстати, перекинуть эту ленточку. Хотя она, конечно же, немного пользованная, уже видны дорожки на ней. Но, в общем-то, запись на ней, мне кажется, ляжет получше, чем на ту жеванную. Послушаем запись на этой кассете. Чтобы у каждого по жизни была девица краса, чтобы был и вновь я. Мираж от подозрений, сколько в жизни взлетов и падений. Ответит мне, что судьбой дано.
И только кошка гуляет сама по себе, и лишь по весне с котом. Далее по возрасту GVC F160 1988 года. F Fidelity означает верность или точность, лентой первого типа длительностью 60 минут. У нее явно заменен футляр, так как у него плоские стоперы катушек. Должны быть кресты либо снежинки. К тому же он с большой трещиной на крышке и сколом на торце. Ну и торцы здесь полностью рифленые, только вот здесь вот глянцевая часть под палец. Это однозначно не фирменный подкассетник. Вкладыш из плотной бумаги был полностью исписан карандашом, я пытался здесь стереть. Внутри него на 3 европейских языках изложены гарантийные обязательства. И указана страна изготовления Япония. Ну и был вложен вот такой вот трек-лист. Корпус GVC F1 с фактурой в виде плиточек очень похож на корпус ТДК тех же лет, но центральная часть у нее отличается. Рамка здесь шире, она значительно дальше выступает за катушки влево и вправо. У меня именно такой вариант этой кассеты, именно с такой разметкой в пластиковом окне и без стеснения литеры стороны слева внизу и стрелки справа внизу. Также встречаются варианты корпуса с фактурой в виде горизонтальных линий и другими разметочными линиями в окне а-ля Gold Star. Корпус разборный, скреплен винтами с серебристыми шляпками. И он очень похож на корпус кассеты SNC Soundbreeze CR90, только отсутствует теснение стрелки вверху, указывающее на язычок блокиратор записи. Ну а также винты, скрепляющие 2 половинки кассеты, здесь черные. У кассеты в основном черная наклейка, имеется только белое поле сверху и 2 красные черты. На ней напечатан бренд, сокращение Dynarec, означающее динамическую запись, и указан тип ленты и модель. В центре справа отмечены литерами стороны кассеты А и Б. В этом экземпляре, который уже был в пользовании, прозрачный раккорд, а сама лента такого темно-коричневого цвета. И она немного похожа на ленту в кассете SNC HQ1 C90. У меня уже есть несколько кассет этого бренда в коллекции. И я уже понял, что у GVC не было собственного производства лент и кассет. Вот, можете заметить эту схожесть. В общем-то, производство кассет GVC заказывалось у других предприятий, поэтому столько сходства с кассетами других брендов. Ну, мы послушаем данную кассету. Купил еще 2 кассеты SNC Soundbreeze CR90 с лентой 2 типа. В сравнении с моей предыдущей покупкой подобного экземпляра, у этих вариантов состояние лучше. Здесь, похоже, оригинальные футляры с 2 рифлеными гранями. Кстати, у предыдущей моей Konica KX1 был именно такой же подкассетник. То есть от этой кассеты явно остался только, даже корпус трудно сказать, что это Konica сайхановский. Вообще ничего от Konica здесь нету. В этих экземплярах на подкассетниках имелись мелкие царапины, но с помощью полировки мне удалось их удалить. Мы уже обсуждали в комментариях эти кассеты, какого они года, поэтому долго на них останавливаться не буду. Состояние обеих вариантов хорошее, подкассетники, вкладыши чистенькие, кассеты не заюзанные, ленты в идеальном состоянии, поэтому послушаем на них записи. Вторая такая же кассета. Самое явное отличие Sony UXS90 1992 года для европейского рынка от моделей в подобном корпусе, но изготовленных позже, в 1996-1997 годах, в разметке в окошке. Здесь 5 золотистых точек с крупной средней. Вкладыши наклейки в моем экземпляре не сохранились. Футляр из тонированного пластика. В углу имеется тиснение бренда Sony. Он имеет крестообразные стоперы. После полировки состояние хорошее.
Сама кассета в хорошем состоянии, у нее имеется вот такой двуцветный принт, зеленый и золотистой красками. И также вот эта керамическая вставка, окрашенная в красный цвет. Большое прозрачное окно, вот такое практически квадратное. И белые оригинальные катушки. Также вот слева имеется вот в таком наглянцевом кружочке литера стороны А, Б. Также предохранители записи целые, имеется штамп серийного номера, здесь лента второго типа. В начале ленты фирменная салатовая вставочка, прозрачный раккорд, вот так, кстати, подушка с такой пружинкой раздвоенной и такого темно-красно-коричневого цвета лента. Достаточно гладкая, полированная, в хорошем состоянии. На этой кассете в течение 10 минут записан монолог парня, который признается в любви своей малышке и рассказывает некую сказку, придуманную им. Далее кассета вся пустая, слушать мы ее поэтому не будем. И вот так незаметно я перешел на обзор аудиокассет 1990-х годов. Очень популярные и доступные в свое время. И я убежден, что лучшая кассета для записи, сохраняющая свои технические возможности спустя даже 30 лет. Это ТДК-D 1992 года. В ней установлена лента первого типа хронометражем 90 минут. В этот раз для американского рынка. Такой у меня не было, и это видно по изображению полосатой красной пирамидки. Что меня удивляет в этой кассете, это клееный корпус, без винтов. Но в остальном кассета такая же, что и для европейского рынка. Единственное, что в этой наклеены стикеры. Предохранители записи в этом варианте целые. Имеется штамп серийного номера. Так, я не оценил состояние комплекта. Вкладыш такой из пожелтевшей бумаги от времени. И он исписан ручкой. Что касается футляра, то он не оригинальный, тоже такой подстаренный уже, пожелтевший. Не оригинальный в том, что он не брендированный. У ТДК всегда был бренд или ТДК Made in Japan. Но в остальном пластик хоть и потертый, но он целый. У него вот такие вот неравносторонние кресты в качестве стоперов катушек. Оценим ленту. Прозрачный раккорд, точнее даже такой, может чуть-чуть слегка молочный. Но видно, что лента пользованная, один край волнами растянут. Послушаю записи на этой кассете, здесь должна быть музыка для души. Ma il migliore non resiste, e quanto è bello e quanto è triste. Soltanto che la notte ora velocemente andasse, della pioggia che cadeva, solo una candela era bellissima, il ricordo del ricordo che... Раскошелился на 3 хромовые кассеты SKC QX90 того же 1992 года. Состояние их будет получше той, что я приобретал в видеоролике, ссылка на который сейчас появится на экране. Кассеты произведены на корейском предприятии SKM Limited, о чем указано на вкладыше. Они упакованы в футляры типа полуслим с рифлеными такими уголками. На крышке одного из них есть трещины. Ну а в остальном все 3 экземпляра в общем-то в одинаковой кондиции. Вкладыши не заполненные, чистенькие. С одной кассеты даже присутствует набор наклеек. Корпуса кассет разборные, имеют широкое прозрачное окно и похожи чем-то на Sony HF второй половины 1980-х годов. У них у всех присутствует штамп серийного номера и предохранители записи. Это кассеты со вторым типом ленты. Вот такие вот оригинальные катушки белые с отверстиями по 3 штуки и с красными фиксаторами. Все одинаковые. Ну а в центре имеется такой рифленый ромбик. Также присутствует теснение стороны кассеты и вот такая стрелочка, загнутая кверху. Ну и принт SKC QX90 QX хромовая позиция. Но сама же лента имеет слегка молочный раккорд с голубыми полосками. Да, и лента второго типа черного цвета, в принципе, в хорошей кондиции. Интересно, что на них записано. Да, давайте послушаем.
Но уже в следующем 1993 году выпущена на рынок кассета с лентой первого типа Fuji DR1 с лентой на 60 минут и с лентой второго типа на 90 минут Fuji DR2. Футляры прозрачные, типа, как здесь указано, Extra Slim перевертыш, то есть кассеты у них в перевернутом положении. Они оба одинаковые, с такими закругленными вот углами, и у них оригинальные такие зигзагоподобные стоперы катушек. Через торец подкассетников видно, что лента имеет слегка молочный раккорд, но у ленты с хронометражем 60 минут красные полоски, на 90 минут голубые полоски. Оформление вкладышей также одинаковое, но принты немножко отличаются. Оба не заполненные. Отличаются только в этой части. Несмотря на то, что не схожие вкладыши и подкассетники, но кассеты абсолютно разные. Напомню, что они обе 93-го года. Вот нравится мне бренд Fuji своей оригинальностью, то, что они используют эти футляры-перевертыши, и кассеты очень красивые. Корпус Fuji DR160 разборный, тонированный, слегка фиолетовый. Имеет вот такую прерывающуюся по бокам рифленую рамку. Но внизу же вклеен стикер. Кстати, в комплекте наклейки, если они должны были быть, мне не достались ни с той, ни с этой кассетой. Ну а корпус Fuji DR2 также разборный, но уже сильно-сильно тонированный. Он имеет как бы такую матовую рамку. Даже практически матовый корпус. Единственное, что глянцевое прозрачное окно. Но относительно прозрачное. На ее корпус нанесен принт белой и голубой красками. Обе кассеты оснащены лентами начального уровня, ну каждая в своем классе, там для первого и второго типа. Хромовая лента имеет двойное покрытие, как вот здесь заявлено, для уменьшения шума и лучшей отдачи. В обе кассеты одногодки, несмотря что у них ленты разного типа, используются одинаковые по цвету и форме катушки. Состояние их приличное, поэтому послушаем обе. Tu ne peux pas t'envoler quelquefois à moi. Еще одна хромовая кассета в этой распаковке Bass Chrome Extra 2 с лентой на 90 минут в оригинальном тонированном футляре, но с большой трещиной на крышке. Все три грани у нее рифленые, ну есть только такая глянцевая выемка. Это кассета 1993 года, она не универсальная, так проиллюстрирована на вкладыше, но лучше всего подходит для использования в автомагнитоле. Вкладыш из плотной бумаги с разворотом, не заполненный, чистенький. Ну и в комплекте также присутствует листок с оставшимися наклейками. Два стикера уже наклеены на корпус кассеты. Я могу уверенно сказать, что это оригинальный футляр, потому что такая кассета у меня есть в моей коллекции, сам ее приобретал в свое время. Это точно такая же кассета, только лента с хронометражем 100 минут. Ну а в новом экземпляре здесь на 90 минут. У такой кассеты в сером тонированном корпусе с рифленым углом неразборный корпус, но состояние нормальное, то есть корпус здесь клеенный. Блокираторы здесь целые и присутствует гравировочка серийного номера. Конкретно этот экземпляр изготовлен в 1994 году, но сама кассета вышла на рынок в 1993. Катушки здесь белые, сплошные, с черными фиксаторами. Лента имеет фирменную склейку от Bass с цифрами. Ну и сначала я вижу, что лента так слегка юзанная. Не жеванная, но трохи использованная. Оценим запись. Arax AX90 с зелеными катушками вышел на европейский рынок в 1995 году. Это турецкий бренд. Такого экземпляра у меня еще нет в коллекции. У него целый подкассетник, также с рифлеными углами. Здесь просвет имеется глянцевый.
Вкладыш из тонкой, кстати, с разворотом из тонкой глянцевой бумаги, чистенький, не заполненный. Наклеек в комплекте к нему нету. Очень скромный белый принт нанесен прямо на корпус кассеты. Блокираторы записи здесь присутствуют. Оригинальные в ней только катушки, такие зелененькие, салатовые, и ролики внизу. Сама же лента имеет, белый такой насыщенный молочный раккорд. А лента мне чем-то напоминает ленту от Bass начальных годов, так сказать. Интересно, что на ней записано. Давайте послушаем. Никто не увидит, но никто не узнает, кто. Так, осталось 3 кассеты, еще одна кассета SKC, но уже 1996 года. SKC CD90 с хромовой лентой. Ну, потому что хромовую, поэтому и брал. Кстати, футляр у нее не изменился, точно такой же, как у кассет QX 1992 года, с рифлеными углами. Оформление вкладыша тоже в том же стиле, ну понятно, что немножко тут цвет принта изменился, поскольку это другая кассета. И он ничем не заполнен. Кассета в глухом сером пластиковом корпусе, он на винтах. В центре окно такой необычной форме, напоминающей пирог в разрезе. А принт нанесен только в самом окне. Здесь есть позиции для наклеек, но в комплекте стикеры мне не достались. На торцах имеются вот такие рифленые участки. Вероятно, это для удобства захвата кассеты при извлечении их из горизонтальных лентопротяжных механизмов, как в автомагнитолах. Лента, сразу вижу, похожа на модель QX90. Такая же слегка молочный раккорд с синими голубыми полосками. И лента вот здесь вот на стыке сильно замята. Ну, дальше вроде ничего, хотя юзанная, да. Послушаем и эту кассету. А у кассеты Sony HF70 вкладыш от этой же модели Hi-Fi 1992-1994 годов. Такую кассету выпускали для рынка США с 1992 года, а для европейского рынка только в 1996-1997 годах. Здесь же отпечатано, что кассета изготовлена в Италии. Интересно то, что я уже ее послушал, здесь записана также итальянская группа. Могу предположить, что ко мне она также приехала из Италии. Вероятно, первый ее владелец был итальянцем. Несмотря на ее хронометраж 70 минут, эта кассета не для японского рынка. Здесь фирменный, даже в хорошем состоянии, да, фирменный футляр с логотипом Sony в углу. Он прозрачный, имеет такие хорошо закругленные вот эти вот все углы. Ну а также вот такие крестообразные стоперы. Данная формовка футляра такая же, как у Sony UXS90. Вот здесь он тонированный, а здесь прозрачные. Но в остальном они один в один. Ну а я сейчас предложу послушать вот эту кассету. Che m'hai preso il cuore senza dirlo mai. Сторона Б чистая. Но на финал оставил, познакомлю вас с аудиокассетой Amiga Ferro Hi-Fi с лентой на 60 минут. Год издания не подскажу, только предполагаю, что это 1990-е годы, когда расцветали всякие производственные кооперативы. У нее оригинальный пластиковый футляр с двумя боковыми рифлеными гранями. А вот верхняя грань, сейчас не знаю, покажу, чтобы было вам заметно, она несколько утоплена. Таким образом, что край крышки выступает вперед, что удобно для зацепа пальцами. Но вот эта грань также выступает, как и крышка. Стоперы катушек здесь плоские. Вкладыш из дешевой тонкой бумаги, но яркий, цветной. На нем по-английски указано, что кассета оснащена лентой Agfa и изготовлена на совместном советско-австрийском предприятии Белорусской ССР Омега. Получается, что эта кассета изготовлена однозначно до 1991 года. Но я лично проживаю в Минске, в те годы не встречал такую кассету, и вот впервые держу ее в руках в 2022 году. Сама кассета имеет хрупкий пластиковый корпус, он разборный, но шляпки винтов вот такие выпуклые, серебристые.
В центре получается прозрачное окно, вокруг матовая рамка. Между катушками вот такая вот штампованная разметка 0,50-100. И прямоугольный именно вырез. То есть пальцем я дотрагиваюсь до антифрикционных подкладок. И таким образом могу, в общем-то, перемещать даже катушку с лентой. На белые катушки намотан прозрачный раккорд, стандартная подушечка. И далее белая склейка и такая светло-серая лента, как заявляет производитель Agfa. Но она, наверное, очень таких ранних годов. Давайте послушаем эту кассету. Итак, диско-шоу группа «Новые Амазонки». Я хочу в Австралию. Синий-синий лед в твоих глазах, синий-синий лед в твоих глазах. Привет, ребята! Ну что, потусуемся под музыку новой московской группы «Сладкий сон». А за окнами октябрь дарит мне букет кленовый. Что-то со мной случилось, вспомнил забытый твой маршрут. В белом покрывале января бродит по ветру метель одна, только мне с метелью холодно. Друзья, вы слушаете розовую версию группы «Сладкий сон». Группа «Сладкий сон» дарит вам алые розы. Вот такой у меня, можно сказать, улов из 17 аудиокассет второй половины 80-х и 1990-х годов. Некоторые аудиокассеты я перепишу, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео с калибровкой магнитофона под лентой в этих кассетах. Ну и также с тестами на запись фонограмм. Будьте здоровы и до встречи здесь же. Пока.